Привет, Stop Game! В эфире InFact. PlayStation продолжает терять эксклюзивы. 22 марта на ПК стала доступна Horizon Forbidden West. Разработкой порта занималась студия Nixxes Software в партнерстве с Gorilla. И команда отлично справилась с задачей. ПК-версию оснастили поддержкой DLSS, FSR и тонкими настройками графики. Что касается наполнения, то в полное издание, помимо базовой игры, попали дополнения Burning Shores, облики, оружие и другие приятные мелочи. Сиквел Horizon Zero Dawn собирает очень положительные отзывы в Steam. Покупатели хвалят оптимизацию и впечатляются графикой игры. В будущем всю эту красоту даже обещают адаптировать под Steam Deck. Digital Foundry провели тесты и выдали экспертное заключение, что этот порт даже лучше ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart и Marvel's Spider-Man. Также в отдельном интервью девелоперы рассказали о деталях портирования проекта и о причинах отсутствия трассировки лучей в Complete Edition. Вот ключевые тезисы. Портировали год, много сил потратили на добавление настроек графики, реализация поддержки широкоформатных мониторов заставила сотрудников десятки раз пересмотреть все катсцены, чтобы в кадр не попали лишние объекты. А трассировку решили не добавлять, потому что этот процесс занял бы слишком много времени. В некоторых регионах цена на запретный запад довольно сильно кусается, но в остальном порт замечательный. Grand Theft Auto 6 еще не успели анонсировать, а в интернете уже рассекретили дату релиза и успели ее перенести. Согласно докладу Kotaku, дата выхода GTA-шки вполне может переползти на 2026 год. Источники издания сообщили, что Rockstar планирует выпустить игру весной 25-го, но разработка шестерки начала отставать от графика, и переезд игры на конец года становится все более реальным. В случае крайней необходимости релиз придется и вовсе перенести на следующий год. Руководство компании попросило сотрудников вернуться в офисы, чтобы ускорить работу над игрой. Об этом Шрайер сообщил еще в конце февраля. Лично я уверен, что релиза весной 25-го можно не ждать. Ну и вы свои мысли по поводу GTA не стесняйтесь писать в комментариях. Несмотря на замечательные оценки второй догмы от прессы, страница игры в Steam рвется от жалоб. Сначала ПК-игроки столкнулись с заметными проблемами с производительностью, но в Dragon's Dogma 2 обнаружились неприятности посерьезнее — микротранзакции. Издатель предлагает потратить реальные деньги, например, чтобы поменять внешность героя или пешки. Можно приобрести возможность воскресить погибших NPC, продаются и ключи для побега из темницы, камни возврата для телепорта и много чего еще. Несмотря на все эти разборки, Dogma демонстрирует отличный пиковый онлайн. Только в Steam количество одновременных игроков уже перевалило за 200 тысяч. Естественно, Capcom не могла оставить скандал вокруг своей игры без внимания. Компания быстро вышла на связь с игроками и опубликовала классический и обещательный списочек. Вылеты пофиксим, возможность создания нового персонажа добавим, производительность улучшим, а донат, кстати, не обязательный. Гена Воробьев подробно проанализировал реальное влияние этого доната на игровой процесс в статье на сайте и пришел к выводу, что в принципе все не так ужасно. Многие пользователи реально страдают из-за плохой оптимизации, а чтобы их жалобы на игру звучали убедительнее, начинают преувеличивать и остальные косяки. Из-за этого кажется, что начать новую игру или поменять внешность можно только за деньги, а это неправда. Тем не менее, донат в игре за full прайс это никак не оправдывает. Релиз Смуты намечен на 4 апреля, а информации о проекте все еще маловато. Андрей Белов, продюсер игры, выходит на связь, чтобы исправить ситуацию. В интервью Виктору Зуеву он рассказал о боевой системе проекта. Команда не готова назвать боевку полностью достоверной. Если внешний вид снаряжения можно воссоздать в игре с помощью зафиксированных исторических фактов, то что касается движений бойцов и хореографии сражений, тут пришлось фантазировать. Андрей поведал, что игровой процесс сражений рассчитан на схватку с 5 врагами. В сцене, конечно, может быть и больше NPC, но именно в геймплее будет четкое ограничение — максимум 5 противников. Базовые элементы этой боевки такие: легкий удар, тяжелый удар, уворот и парирование. Все по классике. Также в Смуте существует комбо-метр. Он усиливает шанс критического урона. Еще Белов рассказал про 4 базовых класса архетипа и как эти классы меняют игровой процесс. Про прокачку, про стелс и про системы поменьше. Напоследок продюсер подчеркнул, что развитие Смуты продолжится и после релиза. Причем стоит ожидать не только патчи, но и дополнительный контент.
Надежный инсайдер Dusk Golem поделился занимательной инфой о следующей Resident Evil. По его словам, к 9-й части прикрутят открытый мир. В доказательство своих слов он напомнил, что в Dogme тоже open world, и этот релиз отлично подчеркивает стратегию Capcom. Если японский издатель хочет обкатать новую технологию или геймдизайнерское решение, то происходит это в рамках 3 проектов. Например, на Resident Evil 7, ремейке 2 и DMC 5 Capcom обкатали фишки RE Engine. Что важно, все эти игры были одобрены руководством примерно в одно время. Такой же подход можно ожидать и в этот раз. Ранее Dusk Golem уже публиковал сведения о неанонсированной 9-ке. Тогда инсайдер заявил, что издатель выделил на нее рекордный для франшизы бюджет. В Helldivers 2 игроки подвели суперземлю и были жестоко наказаны. В игре есть система главных приказов. Это задачи, которые выдает командование суперземли, и эти миссии выполняются усилиями всех игроков. К сожалению, недавнюю миссию сообщество выполнить не смогло, и адским десантникам запретили секс. Оповещение о результатах заданий приходит игрокам в раздел «Рапорты». Некоторые увидели там такое сообщение. Расширение числа наших граждан на новых планетах будет уменьшено в соответствии с ожидаемым уменьшением производства элемента 710. Дальнейшие заявки на деторождение будут отклонены до последующих указаний. В лоре Helldivers, кстати, есть уточнение, что каждый патриот, перед тем как приступить к любым действиям, в результате которых может появиться ребенок, должен заполнить форму C01. Получается, нет формы, нет и секса. Впрочем, некоторые игроки получали сообщения с обратным содержанием. Мол, все выполнено, популяция терминидов снизилась. Двойные стандарты? Не иначе. В Blizzard недовольны Overwatch'ем. Сотрудники компании, ответственные за поддержку Overwatch 2, не получили бонусов за полугодие. Также руководство отменило создание PvE-контента для игры. Об этих неприятных новостях сообщил Джейсон Шрайер. Отсутствие выплат – серьезная проблема для сотрудников Метелицы. Зарплата в студии заметно ниже, чем у конкурентов, и выплата процента от прибыли компании – по идее, компенсировала эту разницу. У Overwatch 2, очевидно, с прибылью не все так радужно последнее время. Летом 23-го авторы Овера узнали, что из-за слабых показателей шутера никакого вознаграждения они не получат. Тем не менее, тогда компания все-таки нашла способ выплатить сотрудникам часть бонусов. В марте 24-го ситуация повторилась, но теперь Blizzard решила не идти навстречу сотрудникам. На протяжении 10 лет Blizzard спорила с родительской Activision Blizzard по вопросу распределения бонусов. Позиция руководства Близов расходилась с мнением Бобби Котика. С его точки зрения, наибольшего поощрения заслуживали те, кто выпускал самые прибыльные продукты. Исходя из этого правила и выстраивались финансовые отношения двух компаний. Видимо, с приходом Майков особо ничего не изменилось, но посмотрим, что будет дальше. Ведущий дизайнер квестов Киберпанка Павел Саска рассказал, как в CD Projekt Red проходит процесс отбора идей для побочных квестов. Оказывается, 95% предложений разработчиков не доходят до реализации, а все для того, чтобы в игру попадало только лучшее из лучшего. С другой стороны, Павел уточнил, что просит сотрудников делиться всеми вариантами, которые приходят им в головы. Понятно, что в таком случае физически невозможно реализовать все предложения. Еще разработчик поделился занятным наблюдением. Оказывается, большинство хороших квестов не требует большого бюджета для реализации. Игроки часто указывают в списках лучших необязательных заданий как раз такие миссии. У меня на этом все, но на stopgame.ru вас ждет куча контента. Например, там можно почитать обзор Outcast A New Beginning от Игоря Ерышева и изучить другие интересные материалы. Спокойного вам понедельника и берегите себя. Пока.